Мы точно знаем из фильмов, что интеллект помогает найти выход из сложной ситуации, но гораздо чаще герой использует свою животную мощь. То же самое относится и к пылесосам. Оценка вероятности распознавания предмета – это хорошо, но главное, чтобы робот вытягивал песок из ковра и поднимал тяжелый мусор. Для рейтинга я отобрал 12 настоящих силачей и разделил их на 4 категории. Просто мощные и недорогие. Мощные с выгрузкой мусора, с полосканием салфеток, ну и, конечно, монструозная All-in-One. Мощность будем оценивать с учетом обзоров и отзывов и без учета рекламных уловок, поэтому не удивляйтесь цифрам в характеристиках. Первая категория – пылесосы с обычной док-станцией. Сделал уборку, вернулся на базу, вот и все. Зато стоит недорого. Например, Midea M7 Pro – пылесос с классическими инструментами. Торцевушки равномерно расчищают пространство перед колесами, что повышает срок их службы. Центральная щетка щетинистая, отлично собирает волосы, но до пылесборника они не доходят. Птичка без работы не останется. По номиналу сила всасывания умеренная. 4000 паскалей, но по факту пылесос адски мощный. Вытягивает пыль из тонкого ковра, обрабатывает щели глубиной до сантиметра. При этом производимый шум не превышает 60 дБ. Тише только Roborock Q-Revo, о котором я расскажу через 5 минут. На мохнатом ковре M7 Pro не так эффективен, как хотелось бы. Турбощетка слишком мягкая. Она заглаживает ворс вместе с соринками. Оптимальная локация для этой модели – квартира с ламинатом, на котором робот сможет отмыть отпечатки собачьих лап вибромодулем. У Dreamy F9 Pro заявлено всего 2500 паскалей, но в ходе тестов он вытянул кофе даже из 8-миллиметровой щели. Второй торцевушки нет. Одна из причин, почему пылесос чуть хуже собирает с пола песок. Зато центральная с лепестками и щетиной. Она качественно обрабатывает ковры, при этом наматывает меньше волос. Во время влажной уборки Dreamy бегает плотными зигзагами, но статичная швабра все равно уступает вибромодулю Midea. Этот фактор нужно учитывать при выборе. Как и батарейку емкостью 3200 мАч. На максималках ее хватает лишь на час. Но навигация без боев. Высокая надежность и гуманный ценник все-таки затащили F9 Pro на второе место. Робот будет максимально полезен в домах площадью до 60 квадратов с ламинатом и тонким ковром. У вас может сложиться впечатление, что это не топ мощных роботов, а какой-то антирейтинг, потому что на первом месте модель, у которой сила всасывания всего 2300 паскалей, да и ценник, как у модели с гироскопом. Но этот смешной пылесос гораздо серьезнее, чем кажется. Потому что у Dibot N8 две боковые щетки, как у Midea, и центральная, как у Dreamy. А это убийственное сочетание. В лабораторию приезжала Pro-версия с обнаружением предметов, и она уверенно зачистила ламинат и тонкий ковер. А на среднем показала такие же результаты, как Dreamy F9 Pro. Но обычный Dibot N8 по факту мощнее, чем профессиональная версия. Он спокойно вычищает щели до 10 мм, поэтому результаты уборки у него должны быть лучше. Салфетка от Ecovacs тоже внушает уважение. Плотная, качественная, хорошо прилегает к полу. Но смачивать нужно под краном, поскольку собственной интенсивности смачивания роботу явно не хватает. Dibot N8 подойдет для маленьких квартир с разными покрытиями и крупными питомцами. С каждой следующей категории пылесосы будут стоить дороже, так что, если вы еще надеетесь заполучить что-нибудь бесплатно, самое время перейти в телеграм-канал Best Robot, где раз в месяц мы разыгрываем какую-нибудь вертикалку, робота или мойщика окон. Для участия в розыгрыше нужно подписаться и нажать кнопку «Участвовать». Подборки и детальное сравнение, горячие цены и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов. Все это вы найдете в телеграм-канале Best Robot. Ссылка в описании под роликом. Midea Dirt Disposal. Сравнительно недорогой робот с самоочисткой и 3000 паскалей на борту. Эти цифры, как всегда, ничего не значат, потому что во время щелевого теста Dirt Disposal сплошную зачистил 2 мм, местами 4 и 6 мм. Неплохой результат даже по меркам премиум-класса. Турбощетка под рамкой со шторками качественно убирает любые покрытия. На среднем ковре пылесос собрал 84% мусора. Для сравнения, у моделей из предыдущего сегмента максимальный показатель был 75%. На ковролине Dirt Disposal выступил слабо, но это связано со сбоем 3D-датчика. Без линейных лазеров он водит робота кругами, хотя с момента тестирования вышло уже много обновлений. Скорее всего, эту проблему исправили. К самоочистке претензий нет, даже наполнитель выгружает без проблем. Более дорогой и крутой вариант – Roborock Q7 Max Plus.
Главная особенность – рабочий блок на двух подвесах, который обеспечивает плотное прилегание к полу. Узкий просвет между валиком и рамкой усиливает воздушный поток. Эффективность такой системы можно оценить по результатам тестов. Q7 Max Plus полностью вычищает ламинат, оставляя мусор лишь в углах. Вытягивает пыль из ковролина, подбирает шерсть, собирает песок посередине стенда, но все-таки оставляет по периметру. Резиновая торцевушка плохо заметает песчинки. Зато она прочесывает мохнатый ковер. По итогу Q7 Max Plus показал 98% на всех покрытиях, кроме средних ковров. На них 90%, что тоже немало. Самоочистка эффективна, несмотря на выгрузку через раструб. К недостаткам можно отнести высоковатый ценник и влажную уборку классического типа. От статичной швабры многого ждать не стоит. То ли дело Midea S8 Plus. Как и Midea M7 Pro, о котором я рассказывал пару минут назад, он укомплектован вибромодулем. Половинки швабры ходят из стороны в сторону, отмывают присохший сок, устраняют следы пересадки растения. Номинальная сила всасывания такая же – 4000 паскалей. Хорошо присасывается к ковру, вытягивает засевшую в глубине пыль. Один из немногих пылесосов, способных почистить собачий коврик. Правда, турбощетку придется распутывать. Она такая же щетинистая, как у M7 Pro. В отличие от предшественника, восьмерка обзавелась станцией выгрузки мусора. Главная особенность – настройка продолжительности самоочистки. В небольшой квартире станции достаточно 6 секунд, чтобы освободить пылесборник. В больших домах 14 секунд. Недорогой мощный пылесос с качественной влажной уборкой – заслуженное первое место. Ссылка на обзор Midea S8 Plus будет внизу. Пылесосы следующей категории не выгружают мусор, зато стирают салфетки на станции, что принципиально важно для уборки в больших помещениях. Самый дешевый робот такого типа – Midea Mop 2. Секрет гуманного ценника в упрощенной конструкции и поставке с китайского рынка без гарантии. Турбощетка неразборная, придется возиться с волосами, наматывающимися возле торцов. Рабочий блок фиксированный, поэтому большая часть 5000 паскалей уходит в паразитный подсос. Ситуацию улучшает подвижный скребок. Он способствует тому, что Midea Mop 2 справляется с щелями в 2 мм. Не самый плохой результат для роботов-полоскателей. Встроенного бака нет. Салфетки смачиваются только на станции, из-за чего снижается скорость отмывания пятен. Мопы поднимаются, но без обнаружения ковров. Их нужно заранее отметить зоной сухой уборки, иначе робот будет елозить по ним грязными салфетками. В конце рабочего цикла станция обдувает мопы холодным воздухом. Это, конечно, не сушка феном, но лучше, чем ничего. Dreamy L10 Prime обойдется раза в 1,5 дороже, но он практически во всем лучше, чем Midea Mop 2. Раструб подвижный, со шторками и резиновым валиком, поэтому, несмотря на меньшее количество паскалей, Dreamy L10 Prime сосет лучше. Собирает любые типы загрязнений, адекватно чистит средние ковры, при этом не наматывает волосы. Во время влажной уборки поднимает салфетки на ковре. Дополнительных указаний не требуется. Модель разработана для глобального рынка, все на русском языке. Из минусов – фиктивный датчик в бампере. L10 Prime притворяется зрячим, но не ведитесь, он видит только то, что попадает в поле зрения лидара, обычно LDS-навигация. Салфетки обдувают комнатным воздухом, как и Midea Mop 2. На первом месте более дорогой и функциональный хобот Ligi D8 Lulu. У робота двойная система очистки. Вначале раструб собирает с пола шерсть и песок, а затем вступает в дело турбощетка. Она качественно вычесывает ковры и собирает оставшиеся волосы и шерсть. При такой системе хобот справляется с щелями от 2 до 8 мм. Из пылесосов со станцией полоскания он самый мощный. Особого внимания заслуживает качество уборки в углах, куда робот заезжает П-образным бампером. По скорости отмывания пятен Ligi D8 Lulu лучший на рынке. Он меняет интенсивность смачивания в зависимости от температуры в помещении и брызгает воду прямо на пол. Результаты говорят сами за себя. С одного прохода отмывает кофе, с 4 присохший кетчуп. В конце рабочего цикла хобот полощет салфетку и сушит горячим воздухом. Гораздо быстрее, чем при холодной сушке. Нужно только своевременно менять воду в бачках и опустошать пылесборник. Делать это можно не так часто, поскольку пыли волосы уплотняет экопресс. Детальный обзор на эту модель в описании под роликом. Но, как ни крути, по эффективности экопресс уступает выгрузке мусора пылесосов All-in-One. Они полностью приводят себя в порядок и максимально освобождают пользователя. Начнем с доступных вариантов. Это модели типа Midea Omni, которые приезжают прямиком с китайского рынка, стоят чуть больше 40 000 и при этом могут похвастать широким функционалом. К примеру,
Omni 1S объезжает предметы на полу, собирает шерсть турбощеткой и выгружает собранный мусор в мешок. Салфетки поднимает на коврах, стирает с моющим средством, сушит горячим воздухом, а при желании базу можно подключить к инженерным сетям. Тогда даже воду менять не нужно. У нового Omni 2 добавили обход хрома, как у Dreamy L10s Ultra. Правда, из-за слабой навигации он тупит на ковре. Эта модель только для гладкого пола. Самый мощный из этой серии Midea Omni B101 CN. Но одновременно он самый простой по набору функций. Поэтому я бы рекомендовал все-таки Midea Omni 1S. Но если тебе этот Пылесос. так важен, пожалуйста, выбирай. Или он, или я. Хотя по сравнению с Roborock Cureva эти крутые и функциональные роботы выглядят как скала Джонсон рядом с китайским центровым. Рабочий блок 7 серии в сочетании с заявленными 5500 паскалей вычищает весь стенд, включая 10 мм. Cureva вытягивает песок из преддверного коврика, чистит щели на стыках, качественно собирает шерсть. При этом уровень шума не превышает 58 дБ при сравнительных 70 дБ у аналогов. Препятствия хоть и не распознает, но отмечает на карте конусами. Для влажной уборки предусмотрена регулировка плотности зигзагов. Cureva обильно смачивает салфетки, поэтому с первого прохода отмывает сок и кофе. Мусор выгружает качественно. Для бытовых условий хватит за глаза, только если кот не опрокинет лоток с наполнителем. А недавно производитель выпустил улучшенную версию Cureva Max V с бионической рукой для работы вдоль стен, с фирменным голосовым ассистентом и обнаружением луж на полу. Roborock Cureva Max V уже едет в лабораторию Быстробот. Жми лайк, чтобы ускорить обзор. Но на первое место я поставил флагманский Dreamy L30 Ultra. Маркетологи не стесняли себя и нарисовали 7300 паскалей. Но, судя по первым обзорам, пылесос таки мощный и бодро собирает крупный мусор. Самая сильная функция робота – влажная уборка. L30 Ultra выдвигает мопик, чтобы промыть вдоль стен. Стирает салфетки с моющим средством в горячей воде. Мало того, он определяет, насколько они грязны, и при необходимости запускает повторную уборку. При работе с тяжелыми коврами пылесос оставляет мопы на станции, потом возвращается и надевает их. В общем, то, что называется полный фарш. Минусов только два. Во-первых, ценник, но он уже не такой сумасшедший, как на старте продаж. Загляните по ссылке внизу. Во-вторых, L30 Ultra не выметает из углов. Эту функцию обещают реализовать у Dreamy 40 серии. На этом у меня все. Выбирайте, что нравится. С чем не согласны, пишите в комментариях. А пока и до новых обзоров.